Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Мир, труд, май, как говорится, 1 мая, и заходим в эту пятницу с таким очень майским настроением. Вместе с Андреем Золотаревым, известным украинским политтехнологом, он на связи. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Подписывайтесь на Золотарева на Ютубе, подписывайтесь здесь, телеграм-каналы, конечно, вам в помощь. Ну и, конечно, поучаствуйте в нашем сегодняшнем разговоре. Он, как бы этот путь достаточно прост. Если хотите прям ворваться на экран со своим вопросом, и есть такая возможность, работает в вашей стране этот сервис, то вот QR-код возле меня. Если хотите вдумчиво послушать нашу беседу, а потом присоединиться в финальной части программы, где будем отвечать на ваши вопросы, то вам в клуб зрителей Шелеста, закрытое сообщество аудитории, так сказать, канала и экспертов, где живо все обсуждается в такой камерной атмосфере, и эксклюзивные материалы, и, в общем, там как бы так смотрим на мир по-другому, чем абсолютно публично. Или же в сообществе YouTube абсолютно открыто. Есть анонс нашей встречи, там люди оставляют вопросы, будем к ним обращаться. Ровно как и к чату трансляции. Это сделаем в самом начале и в самом конце, поэтому досмотрите до конца. Вопрос сегодняшнего эфира вот такой, да? Начнет ли Трамп опять бомбить Иран? Да, пешком не пойдет, но бомбить будет. Да, и начнет при этом сухопутную операцию. Нет, а вот Израиль может. Кстати, сегодня опять юг Ливана подвергся серьезным бомбардировкам. Приходят оттуда кадры. Это, конечно, что-то такое на грани апокалипсиса. Ну вот по тем деревням, которые отрабатывались, да, Хизбаллы и раньше. Ну и второй вариант. Нет, будет душить экономически Иран. Ну вот как известный, как это, казики, поднявший или поднявшийся за счет казиков Мелстрой, да-да, нет-нет. Выбирайте, пожалуйста. Давайте с этой темы начнем, потому что сейчас рынки, вот прямо сейчас, да, бурно реагируют, нефть падает вниз, всякие там фонды крипта растет, потому что Иран передал нечто, ну, как бы свои предложения, и как-то так вот многие смотрят, говорят, ну, слушайте, сейчас Трамп их примет, ну, собственно, и все, и повоевали, и можно все разблокировать, и нормализуется все. Ну, это оптимисты смотрят на происходящее. А вы бомбить будет? Да, я смотрю на поток грузов на Ближний Восток, на берега Персидского залива. Я смотрю на то, что знакомые израильтяне говорят о том, что Бен-Гурион забит американскими самолетами-заправщиками. Это отражает такую интригу того, что Трамп сейчас колеблется между продолжением экономической блокады, ответим на будем бить блокаду блокадой, вот, но то, что это может растянуться на долго, это в свою очередь тоже играет против Соединенных Штатов Америки, но пока он не решается, но к этому готовятся. Поэтому я думаю, либо первым, тут может быть пойти по пути гибридного варианта, угрожая продолжением войны, он будет пытаться все-таки спустить все на тормозах. Я думаю, все-таки где-то вот если взвешивать, если бы я ставил на полимаркете, я бы поставил 60%, что он таки снова будет бомбить. Ибо 15 мая близко-близко, а козырей в руках у Трампа на сегодняшний момент. И да, я не раз говорил о том, что Иран в волне, затягивая процесс, он выигрывает от этого. А то, что нефть, ну да, это позитивные новости, но ведь на этой неделе нефть тоже и росла. Вот, и этого, что то не будем сбрасывать со счетов, в том, что такие новости, как выход ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, ОПЕК+, не добавляют стабильности, они просто являются предвестником хаоса на нефтяном рынке. Ну, то То есть есть, нехитрый план Трампа. у Трампа, мне кажется, у него чисто такие реактивные действия, поскольку явно плана Б 28 февраля 26 года, и это мы видим. Мгм. Мечется Дональд Фредович. Так, а с другой стороны, а чего ему бояться? Ну, то есть Иран, там же четко нам говорят, что Иран, в общем-то, э, Но тут тот случай, когда
авантюра была и остается непопулярной в американском обществе. Бывает все большее раздражение, это отражается и на текущих рейтингах, как Трампа, партии. Это отражается на то, что по ходу выборов, когда в том же Нью-Джерси. Да, что-то у нас происходит с соединением сейчас, скажем так, какая-то есть определенная нехорошая история. Мы тут с подрывами с вами выходим почему-то. Вот. Нестабильное какое-то у нас соединение сегодня. Ну, 1 мая, наверное, все как бы празднуют, Андрей Владимирович. Ага. Не, ну у нас 1 мая, как и Рождество, как и 9 мая, у нас заканцелили, то есть политика исключения. Владимир Александрович похитил не только Рождество, но и майские шашлыки. 1 мая страна работает. Ну, Хотя вот. отмечу, что даже в Третьем Рейхе 1 мая отмечали даже во франкистской Испании. Это точно. Да, друзья, напишите, как видно, как слышно в комментариях. Ну, это что-то, видимо, что-то со связью, что-то с сетью, но тем не менее, я думаю, что все преодолимо. Так, заикаемся, значит, выпили, да? Ну, понятно, да, действительно. А, Ну, воду. Да, спасибо большое за ваш юмор. Это всегда, конечно, нас очень и очень воодушевляет и радует. Но все-таки, давайте вот предположим, вот будут бомбить, но тут же возникает вопрос, а зачем и куда А бомбить? что это даст? Какие цели? Понятно, что без военной наземной операции добиться тех целей, которые ставят Соединенные Штаты, невозможно. А потенциал, ресурсные возможности Соединенных Штатов делают эту наземную операцию крайне маловероятным сценарием. Но ведь вспомним, бурю в пустыне, это как бы там ни было, но это была полумиллионная группировка. И там были не только Соединенные Штаты, но и контингенты стран НАТО, потенциальных союзников, арабских стран. То есть собрали большое войско. И подготовка к такой наземной операции, она, и напомню, продолжалась почти полгода, прежде чем таки грянула буря в пустыне. Ну вот, а тут пока, да, грузы, но ведь и моряков кормить надо. Пока только 2 авианосные ударные группы находятся у берегов Персидского залива. Напомню, у Соединенных Штатов их десяток. Я думаю, что если речь пойдет о продолжении, ну, может появиться еще одна авианосная ударная группа, как минимум, для, как говорится, для обеспечения достаточного наряда сил. Но на наземную операцию я пока не вижу контингента. Высадить морпехов на остров Харк, да, у них несколько тысяч морских пехотинцев переброшено туда, находятся на десантных кораблях, но это гробы под звездно-полосатым флагом, это то, что меньше всего, что нужно сегодня Трампу. Но тем не менее, Андрей Владимирович, если мы попытаемся понять, кто может надавить на Трампа, да, и кто на него имеет влияние сейчас. О еврейском лобби говорят очень часто. Да? Говорят там о семье, говорят о других, скажем так, подводных течениях. Ну, фактически в Америке его обвиняют в том, что ему на выборы, условно, эти товарищи, связанные с еврейским лобби, дали денег, а тот, кто дал денег, того он, в общем-то, не критикует, и с тем он дружит. Ну, потому что помнит добро. Да, кто на эту авантюру его сподвиг. Да. Что-то у нас опять. Да, ну что-то есть, да, что-то с Да. интернетом. Ну, это, кстати, то, что и пошло и от Такера Карлсона, и, ну, знаете, в целевую группу зашло. Для Трампа это проблема, поскольку ну, фактор вот этого еврейского лобби это может оказаться для республиканцев крайне неприятной штукой на грядущих промежуточных выборах. То есть, во всяком случае, эта тема активно муссируется. Хорошо. Связано ли это каким-то образом с Россией?
созванивались давеча Путин с Трампом. Нам, конечно, все рассказывали о том, что перемирие 9 мая, и всех перевели фокус внимания сюда. Но все же помнят, что Аракчи был в Москве достаточно с длинным визитом. Сейчас, правда, там... Даже в этом эпохальном пропали. Да, значит, что имею в виду? Да, имею в виду непосредственно, скажем так, влияние России и то, что Россия предостерегает Америку от последствий сухопутной операции. И, в общем-то, не получилось ли так, что полуторачасовой разговор был вообще не об Украине, а больше об Иране? Вполне возможно и высоковероятно то, что как раз эти вопросы и поднимались. И тут та ситуация, когда в публичной сфере звучит предостережение, но в непубличном плане, в всяком случае, Путин вполне мог предложить какие-то, сделать свои предложения, чтобы помочь Трампу выпутаться из этой ситуации, не потеряв совсем лицо. Вот именно так, поскольку как бы там ни было, но выглядит сейчас Трамп бледно, и когда даже от той же Хиллари Клинтон звучит о том, что Трамп поехал головой, потому что он неадекватен, но это, по-моему, более чем Хиллари Клинтон как раз из того поколения политиков, которое не склонно было к такому эпатажу, к вот таким шоу без эффекта, но если это уже звучит, то для Трампа все выглядит очень плохо. И поэтому вот тут, но, знаете, даю, чтобы ты дал. Принцип никто не отменял. Поэтому, возможно, что-то могло и обсуждаться, касающееся Ирана и Европы с Украиной. По поводу Украины. Сегодня делает Зеленский беспрецедентный шаг и объявляет о том, что теперь по 250-400 тысяч будут получать солдаты, пехотинцы. И вообще меньше тридцатки никто в ВСУ, даже тыловики не будут получать, сейчас 21. А боевые были 100 тысяч, соответственно, это прям рост чуть ли не, там, не в 4 раза, да, в 2-4 раза. И вообще выходит Стерненко и говорит, что да мы сейчас Россию победим, если все сработает из того, что мы придумали, ну то есть вообще все, сейчас победа у нас будет. Ну и как бы потужничает Владимир Александрович. Меня интересует первый вопрос, за чей счет банкет? Второй вопрос, а что это так вот нельзя было сделать до и пораньше? И третий вопрос, ну так как бы... А как тогда с вот этими солдатами? Их, конечно, пообещали демобилизовать. Что у них будет в голове? То есть они воевали, как воевали, а сейчас тут, как бы, смотрите, новые условия. Что изменилось? Откуда такие решения? Смотрите, ну, во-первых, когда обычно раздача шуб с барского плеча, с царского плеча начинается в условиях, когда запахло выборами, когда надо себя позиционировать в лучшем свете. И другое дело то, что все это, естественно, притянуто за уши, учитывая то, что вот этот банкет – это за счет будущих поколений. То есть, поскольку Украина заложена, перезаложена на несколько поколений вперед, ведь на каждого украинца сегодня, если 10 лет тому назад на каждого при излучении влади на каждого украинца приходилось по 900 баксов долга, включая младенцев, стариков, то сегодня 7200. 7200 долларов на каждую душу, как говорится, от мала до велика. Вот. И учитывая экономические параметры нынешней Украины, рассчитаться с этим долгом перспективы это в каком-то очень отдаленном будущем. Вот. Но, тем не менее, это никого не волнует. Звучат вот эти цифры, которые на некоторых действуют так духоподъемно, но если взглянуть трезво, учитывая то, что сейчас, судя по всему, вот, печатный станок уже запущен на полную мощность, и похоже, традиционно вот такие переломные периоды наблюдаются, вот, как обычно, конец лета, осень, происходит квантовый скачок курса доллара по отношению к гривне, то не исключено, что 250 тысяч будут выглядеть немножко не так, как они выглядят сегодня. Похудеют по определению. Сумма-то останется прежней.
Вот, вот эту разницу, конечно, съест инфляция, падение курса гривны. Это раз. Во-вторых, ну хорошо, сейчас зайдут эти 30 миллиардов на несколько месяцев хватит, а что дальше? Знаете, потому что Украина превратилась, по сути, в кредитного наркомана. И спрыгнуть с вот этой кредитной иглы экономика этого не выдержит. Начнется ломка, который очень часто приводит к фатальным последствиям у человека, но и для экономики, экономика Украины станет без как раз фактора внешнего финансирования. Ибо если мы тратим более 90 миллиардов, если посмотреть параметры бюджета нынешнего на 26 год, а доходы бюджета это 40 с лишним миллиардов, то ну, это чересчур большой зазор. Плюс еще и 15 миллиардов дефицита внешней торговли. А это валюта, которую надо с кого-то поднять. Ну, будут посполитых пылесосить по полной программе и выкручивать, что называется, досуха. Уже там фигурирует предложение налога на владельцев электромобилей по где-то, если при средней стоимости 30 тысяч баксов, где-то 4 тысячи гривен ежемесячно. А нефиг экономить. Ну, понятно, да. Сэкономил, как бы почти заработал ведь, понимаете? Да. Поэтому как бы Да. заработка надо платить. Поэтому, если бы эти предложения стояли ногами на твердой земле, опирались на реальную экономику, а так это расчет на то, что нам по-прежнему будут давать миллиарды на шару, но это очень скоро и очень быстро закончится. И наступит горькая похмелье. У меня простой вопрос. Не перебивает ли Зеленский э, жутчайший скандал, который уже там, ну, Ну, вот эта серия, только эта нет, серия из 3 частей. она продолжение следует. Там еще, судя по всему, решили сделать таким. Для меня было удивительно вообще по всей логике, чтобы добиться эффекта, учитывая то, что после пленок Мельниченко выработался определенный иммунитет к таким вбросам, то есть уже нет такого эффекта. Тогда это да, был шок, там Кучма с обсценной лексикой, сомнительные дела, которые там обсуждались. Вот. Тогда это был шок. Сейчас это уже воспринимается в порядке вещей. И поэтому по всей логике ожидал того, что действительно ноябрь, декабрь вывалят еще. Но по каким-то причинам придержали. Возможно, таки имел место договорняк. Мы вас не трогаем, вы нас. С антикоррупционной вертикали. Ну, судя по тому, что как раз вот накануне по Христенко там в суде все, как говорится, пришли, вот, финализируют. Ну, это, я думаю, у Кривоноса и в специализированной антикоррупционной прокуратуре воспринято то, что может последовать атака. Ведь, как известно, Владимир Александрович ничего не забывает. Ну, как человек, он довольно злопамятный и мстительный. И в том числе и унижение с тем, что пришлось отыгрывать назад после вот этого картонно-матерного Майдана. Может быть, решили упредить? Вот. Потому что гуляет несколько версий насчет вот этих пленок Мидича. Я думаю, там многослойная и очень многослойная интрига. Ведь мне уже говорили о том, что, может быть, это адвокаты Миндича такое предупреждение, там, спасая, то нет. Ну, для адвокатов это вот, мое общение с представителями этого цеха говорит о том, что маловероятно. Это все-таки, скорее всего, проистекает из недр антикоррупционной вертикали. Адвокату банально лишается свидетельства об адвокатской деятельности со всеми вытекающими последствиями. И тем более, что адвокатов в Украине времен Зеленского щемят нещадно. То есть, там, и обыски, и выемка документов, и никакой тебе адвокатской тайны и Ну и прочего. ТЦК, конечно, если адвокат мужчина. На самых таких упертых, естественно, находится ТЦК, вот как на адвокатов Дубинского, вот, которых там приехали бригада из, по-моему, из Переяслава, ну, вот, в центр Киева принять адвоката. Ну, понятно, что это как
мера такого полицейско-карательного характера. Поэтому что тут? Я думаю, что будут еще. Будут еще, и, возможно, уже там намекают, Мендель, по-моему, намекал на то, что может там фигурировать и Елена Зеленская. И не исключаю того, что мы можем услышать знакомый всем хрипловатый голос нашего президента. Вероятность тоже не нулевая, но к чему-то все это идет. И особенно на фоне того, что ушли Джули Дэвис, как бы там ни было, но это карьерный дипломат с 30-летним стажем, опытный, у которой была более не менее нормальная профессиональная репутация. Но Давайте поясним, что Джули Дэвис – это, ну, как исполняющий обязанности посла, временный поверенный в Украине. Но мы так и знаем, осталось. что какое Да. значение играет и отыгрывает в этих всех процессах посольство Соединенных Штатов Америки. И вот там, если там что-то поменяется радикально, то тут как бы и небо может стать жарко. Все же ходят в посольство, так сказать, Вот расшаркиваться. фактор посольства Соединенных Штатов Америки последний год несколько нивелировался. То есть, ну, не сравнить с теми временами, когда был, допустим, тот же Пайет. Вот, но, возможно, приедет, увидим кандидатуру, на ком остановит, говорят, Уитков будет решать этот вопрос. Вот, кого отправить в Киев. Ну и по кандидатуре увидим. Это может быть, ну, собственно, послужной список, бэкграунд этого человека может указать на многие вещи. То есть, какой здесь, возможно, это будет прямое свидетельство, что Украину ждет жесткач во внутренней политике, учитывая то, что Соединенные Штаты прекрасно, может быть, они не столь изощрены в интригах, как британская дипломатия, они чуть более бесхитростны, но идти напролом, собственно, американская дипломатия тоже очень хорошо умеет. Ну так а что по сути этих пленок Миндича? Что мы узнали? Что Нет, есть ну, какой-то, там ничего подождите, нового. что есть общак, да? Да. Что они сидят, назначают там, кого хотят, да, а потом раз, и в списках назначений появляются те или иные фигуры. Ну, там, почти всех удалось, всех, кого не говорили и проталкивали, обсуждали между собой, назначить туда, куда надо, включая там даже министра Федорова. То есть мы это все видим, что это такая, знаете, такая закулиса, но проблема в том, что это люди, вообще не пойми кто, и как бы это прачечная. Особенно, да, там, переквалифицировавшийся в еврея Денис Данилов, ставший Штиллерманом. Не знаю, прошел ли он гиюр, делал ли он обрезание, но вот, ну, если как говорится, для большей достоверности. Но факт остается фактом, то, что мы видим людей с психологией наперсточников. Тех, кого в 90-е годы не подпустили бы даже на пушечный выстрел, даже к приемным. Но, тем не менее, вот, тут для меня ничего сенсационного там нет. Но практика, знаете, вот такой мелкой шантропы, дорвавшейся до больших денег. Тем более, что о такой шаре, когда приходят миллиардами деньги от партнеров, в 90-е годы могли только мечтать. И близко этого не было. Не было нулевых, то есть все. Объемы были куда меньше. А тут счастье привалило. Тут даже если просто ручку подставить под этот поток, финансовый поток, ну, минимум на не только на вот этот коттеджный городок династия хватит. Но тут же злая шутка, обычно вот такие дурные деньги, они рвут крышу. И это мы наблюдаем. Даже вот как дискуссия по поводу того, что стоит приостановить, но тем не менее посреди войны обустраивают гнездышко. Боюсь, что ситуация может сложиться так, что этим гнездышком будут пользоваться совершенно другие люди. Когда-то и, по-моему, и Януковичу, если мне не изменяет память, советовали там передать в госдачу Межигорье. Вот. Да, правда, говорят, Саша стоматолог
резко выступил против этого. Ну как так, чтобы из рук ушло? Ну, как, чем все обернулось. Поэтому по тем же граблям бежим. Андрей Владимирович, ну вот вы говорите Штиллерман, да, вы говорите Firepoint, вот это, но есть же и другие мнения среди украинских коллег, Нет, среди политологов. украинских коллег я прекрасно вижу, что, возможно, кому-то из коллег занесли котлету там с тремя Нет, ну вот нулями. смотрите, тут вы же понимаете, в чем дело? Тут же мы же видим какой посыл, что эта вся история с НАБУ, эти пленки, они же подрывают оборонную безопасность. Да. Конечно. А вот выходит Юрий Романенко и вообще как бы говорит, вы вот это Штиллерман, вот это все, это наш Илон Маск. Послушаем давайте. Знаете, 10 Штиллерманов, хотя бы 50 Штиллерманов. Вот если бы у нас было их, как Штиллерман, в нескольких секторах экономики, потому что Штиллерман на сегодня это наш, ну, я не знаю, там, Шпеер, как бы там, да, или Илон Маск, я уже приводил этот пример. Вот Штиллерман это наш условный Илон Маск, вот организатор. Организатор, Илон Маск, понимаете? Вот вы же, а мы вот недооцениваем. А Миндич это кто? А вы же видите по этим пленкам, какая реакция? Так вы что, он патриот? Он патриот? Он за то, чтобы у нас баллистика была там такая дешевая, прорывная. Представляете, он какими хорошими вещами занимался? Ну, смотрите, с украинцами можно сделать все, что угодно. Я имею в виду с головой, с мозгами. И мы это видим. В соцсетях мы это видим. Ну, чтобы Штиллерман стал нашим Илоном Маском, это что-то вообще новенькое. Знаете, ну, человек, наделавший в России на 20 миллионов баксов долгов, ну, по определению надо не то, что все, что он говорит, делить не на 2, а на 10. Потому что, как правило, люди, склонные к аферам, к невозвращению долгов, они прекрасно умеют обработать клиента. Они умеют вызывать доверие. Ну, определенные задатки у них есть коммуникации. И они им прекрасно пользуются, это инструмент. Ну, а те коллеги, которые выступают с адвокацией, знаете, как все-таки надо, желательно, чтобы каждый занимался своим делом, как в свое время Гелеровский в адрес Куприна, который там ударился в политику. Пусть Куприн пишет о проституции, но ни слова о Конституции. Вот это из этой же серии. Когда люди начинают заниматься адвокацией. Я прекрасно помню Александра Макарова и генерального директора ЮМЗ. Человек со сложнейшей судьбой, который отсидел 2 года в сталинских лагерях за то, что Ирбитский мотоциклетный завод, который он возглавлял, гнал брак. Но потом дали возможность исправиться, и потом и поднял из Днепропетровского автозавода, который должен был клепать копии американского Форда, создал самый большой в мире ракетный завод. Ну, знаете, ну вот сравните с честными глазами Штиллермана, ну, сравнивают сравнимое, как говорится. Вот у Штиллермана я подержанную машину бы в жизни не купил. А то баллистика. Да, тут баллистика, которая там на салфетке начертили ракету, там где-то в Ютубе узнали рецепт ракетного топлива. Ну, за кого вы нас держите? Ой, просто такой балаган. Так и вы заметили, как это все преподносится и на фоне чего? Вот всем сейчас мозги проели об этом Туапсе. В Украине, я подчеркиваю, в России понятно, там как бы Туапсе, экологическая катастрофа, нашли интервью, которое опубликовали позавчера губернатора Краснодарского края, потом удалили, потому что оно не соответствует действительности. Он вообще говорил, что это летят дроны и брызгают этими нефтью, поэтому нефтяной дождь. И вообще там как бы не так все страшно, и многие сейчас как бы с точки зрения того, что вот это все и ПСО, говорят, не, ничего там страшного не произошло. Но произошло то, что уже 4-й подряд раз бьют дроны, их не сбивают, и, ну, то есть
Усть-Лугу нашли на третий, по-моему, да, на третий раз. То есть Да, да. этот коридор нашли. Здесь же четко идет вот эта вот методичная отработка по Усть-Луге, там теперь Пермь, там кто-то говорил. И на этом фоне, смотрите, какие классные Штиллерманы. Смотрите, какие они там эти Илоны Маски, понимаете? Вот именно на этом фоне. Хотя, если так взять и, ну так, плюс-минус понять, да, что происходит, и немножко трезвость включить, ну, честно, вот нефтеперерабатывающий завод. Да, там много беды это может наделать, то, что как бы бьют, да, но это же не повод брать и заканчивать войну, Андрей Владимирович. Ну, уж точно не нефтеперерабатывающий завод. Есть, по крайней мере, и ранее мы говорили о том, что никаких аргументов в пользу того, чтобы идти на быстрое завершение войны, сегодня ни в Москве, ни в Киеве, ни у Киева нет никаких аргументов. Ну, по разным причинам. Вот это факт. И, к сожалению, все движется в направлении эскалации. Надеюсь, что все-таки вот эта эскалация, она будет иметь свой предел. Но, судя по всему, вот первый день мая, там, беспрецедентный с начала войны удар по Тернополю беспилотниками. И похоже, вот на прошедшей неделе 20 часов непрерывно утюжили Днепр. И, судя по всему, какой-то в этом плане передышки у Днепра, у Херсона, теперь Николаев, и Никополь. Ну, пока все выглядит очень грустно, особенно с учетом того, что в середине мая появится зеленка, и, я думаю, еще и по линии фронта заполыхает. Все это указывает на то, что те, кто говорил о том, что мир наступит внезапно, вот там обо всем уже договорились, они несколько грешат против истины. К сожалению, факты, фактическая сторона происходящего указывает на другую. Не кажется ли вам, что, ну, и все-таки Трамп говорит Путину после разговора с Путиным, что сделка близка. Сделка близка. Понимаете? Понятно, что то, что говорит Трамп, мы уже привыкли, как надо к этому относиться. Но тем не менее, у меня такое ощущение складывается, это пока только догадка и такое где-то там далеко-далеко в глубине души ощущение, что Зеленский бегает от спецпредставителей Трампа, Уиткофа и Кушнера. Смотрите, парадоксальная история. Выходит Пашинян, причем, ну, как бы он по-своему выходит, у него там своя история, у него там выборы, то есть Пашинян, премьер-министр Армении, и говорит: 8-й саммит Европейского политического сообщества. Европейское политическое сообщество, саммит в Ереване. Зеленский приедет. Понимаете? Ну, нет, понятно, что там можно сейчас начутить и наговорить там каких-то там конспирологических или там каких-то геостратегических вещей, что вот там Пашинян, вот это там пытаются подбрюшье России, Зеленский идет на Кавказ, он же нам говорил, только что с Азербайджана вернулся. Понятно. Но Европейский саммит политического сообщества, 8-й, ну, простите, вот это повод, да, смыться со страны. Вместе с этим сегодня выходит материал Киев Independent, и там говорят, что, значит, Кушнер и Витков обсуждали возможную поездку в Украину. Она не состоялась, значит, потому что, ну, как бы дисбаланс контактов, там неуважение, в общем, он же позволял себе там открывать рот на Виткова, что они ничего не понимают. Значит, Вашингтон в значительной степени переключился на Иран, да, но среди причин задержки называются логистические трудности, как доехать в условиях закрытого воздушного пространства, и, главное, прогресса в переговорах нет. То есть они-то приедут, но а что им ехать?
Ну, то есть смысл им вот это О вот, чем вы смысл ну, колесить с таким Зеленским? А тут же вроде как неделя прошла, другая прошла, а тут Зеленский опять куда-то смывается со страны. Получается, Витков и Кушнеру, ну, опять ехать не не о чем, рады. да. Да, да. Вот. Ну, понятно, для Пашиняна, как говорится, тут любой лыко в строку, учитывая близость выборов, это хороший ивент, это хороший повод попиариться, поднять, продемонстрировать статус. А для Владимира Александровича это повод уехать из Киева, и зафиксировать свое отношение. Потому что это Кушнер и Витков, как говорится, и не является рандеву с ними не является какой-то приоритетной задачей для нашего президента. Учитывая то, что Зеленский в глазах Трампа превратился в часть проблемы, ну, я думаю, что, судя по всему, в ближайшее время мы увидим какие-то новые сюжетные повороты, учитывая то, что расследование по украинской коррупции американцы ведут, ну, не публично, не выбрасывая, конечно, эти записи пока в публичное пространство, очевидно, не желая, в чем здесь причина, нежелание того, чтобы все обернулось политической турбулентностью и тут заштормило. Но всему свое, бесконечно дергать, дразнить Трампа, это такое, учитывая его эксцентричный и импульсивный характер, это крайне рискованное занятие. Андрей Владимирович, тут смотрите, какая штука. Вернемся немножко на полшага там, к Туапсе. Подалека давайте послушаем. Это же просто феноменально, що він говорить. Путіну дешевше продовжувати війну, ніж виходити з війни. Чому? Повторюю базові речі. 20 плюс-мінус мільйонів людей сьогодні в Російській Федерації обслуговують війну в економіці воєнного часу. Так, смотрите, почему Путин не хочет воевать? Да, давай, да, просто так я быстренько, чтобы всем сразу понятно было. Потому что у него там куча народу обслуживает войну. То есть для экономики это невыгодно. Путину дешевле продолжать войну, чем ее заканчивать. Сидит подаляк и рассказывает на голубом глазу. Интересная аргументация. Давайте дальше. Немає іншої в Росії економіки. Вони там заробляють гроші, вони там отримують зарплатні, вони там роблять кар'єри. Так само перерозподіл майна, власності і впливів в оточенні Путіна, в елітах путінських відбувся за рахунок того, що все перейшло до мілітарки. Вони там заробляють гроші. Крім того, 1,5 мільйона людей, які безпосередньо приймають участь у війні в якості вбивці. І ви їх повертаєте, як тільки буде завершена активна фаза війни, для того, щоб не фінансувати таку велику армію, да, ви частково там 2/3 повертаєте в суспільство. Що робити з цими головорізами? Да. Це ж не люди, які там з цінностями, які там дійсно, це люди, які прийшли вбивати за гроші. Більше того, велика частка цих людей, їх забрали з відомих місць, да, з традиційного російського ГУЛАГу. Це гвалтівники, вбивці, вони вбивали до цього, сиділи по 20 років, отримували терміни, потім прийшли, вбивали вже офіційно за гроші, потім повернулись знову до себе. Ну як ви собі уявляєте? І плюс третє, ключове, це розбіжності між тим, що вони обіцяли, Путін, я маю на увазі його вертикаль, пропагандистськи обіцяла, що вона обіцяла? Велич. Ви будете всіх вбивати безкарно і отримувати за це величезні можливості. А насправді вони отримують трошки інакше, вони отримують туапсе. Таке загальне ТОПСЕ. Красиве слово, якраз воно для росіян буде зрозуміло. Вони в повному ТОПСі знаходяться сьогодні. І безумовно на цьому фоні от вся ця ультрапатріотична російська, я не знаю навіть як це назвати, швалота, да? Ну, свалота це в них так, да? А швалота, від слова шваль, да? Вона буде мати претензії до суб'єкта Путіна. Ну, в общем, понятно. Смотрите, да. Россия в полном туапсе. Заканчивать нельзя, потому что у всех будут претензии. Я вот просто почему это внедряю в наш сегодняшний эфир. А вообще есть понимание, с кем мы воюем? Идет пятый, елки-палки, год войны. 5. Есть понимание, с кем... Вот, если вот это понимание, если вот такой советник приходит, там чего-то там жужжит на ухо Зеленскому, ну, чего ждать тогда от продолжения?
ничего хорошего ждать не приходится. К сожалению, ситуация такова, что те люди, которые на ясном глазу в 2022 году рассказывали, что через полгода экономика России схлопнется, сегодня рассказывают о том, что вот до осени, а там в России наступят какие-то фатальные экономические проблемы, но смотришь в цифры, даже с поправкой там на то, что что-то могут завышать, корректировать, но совершенно, то есть пока, во всяком случае, никаких предвестников какого-то фатального кризиса для российской экономики и близко не видно. Как бы то ни было, но Россия воюет на своих. То есть она не ходит по миру с шапкой, там, подайте 90 миллиардов на продолжение войны. И российский ВПК, как бы там ни было, можно по-разному относиться к Белоусову, но вот это вот белоусовское военное кейнсианство, оно сработало. Оно сработало. Да, это неизбежно в случае, так сказать, это был и после Второй мировой войны у американцев были определенные проблемы с переводом экономики с военных рельс на гражданскую. Да, это довольно болезненно, но тогда Соединенные Штаты справились. И у России это неизбежно вызовет определенные проблемы, но эти проблемы не фатальны, они не смертельны по своей сути. Да, будет болезненно, но ничего. Во всяком случае, эта экономика работает. И с реальным сектором, опять же, нравится нам это или нет, но как у нас тогда, что Россия это бензоколонка с ракетами и так далее, но 22% ВВП, которое занимает не нефтегазовая отрасль, а все остальное это же какая-то продукция, аграрная продукция, зерно, удобрение, машиностроение, оружие, продукция с высокой добавленной стоимостью. А что у нас? Ну, смотрите, тут же, понимаете, вы вот прямо смотрите, на что у нас. Вот я вот заглянул в чат трансляции. Друзья, спасибо, поставьте лайки, пожалуйста. Видимо, что нас тут глушат. Мы, конечно, мы все как бы, все преодолеем в любом случае, только благодаря тому, что вы лайки ставите, и, понимаете, только так, только вашему соучастию. Глянул, тут Елена пишет. А, видимо, Елена из России. Ну, видимо, или не из России, но не из Украины точно. Потому что она пишет тут следующее. А вот что ж вы 5-й год не можете победить вот этих гвалтовников и вбивць, да, вот этих. Что ж такое? Почему вы, и она говорит, вы этим самым унижаете своих солдат? Унижаете. Естественно, к противнику, во всяком случае, всегда надо относиться с уважением и более-менее адекватно оценивать его потенциал. Но это прописная истина, которую любой. Ну, то есть, какие-то непонятные... На первых курсах военного училища любой курсант это знал. Потому что... А у нас так по-итальянски местечковому. У меня вопрос очень важный. Смотрите, мне кажется, что это мировая тенденция идиотизма. Давайте немножко отвлечемся, но вот так. Зеленский ввел против сыновей Лукашенко санкции. Мол, они там реэкспортом занимались, такие-сякие, в общем, негодяи. Там еще поехали компании белорусские. Короче, начал заниматься активно. Ну, в общем, я так понимаю, что своих граждан не осталось уже, наверное. Ну, наверное, уже... У нас 10 тысяч граждан Украины под санкциями. Ну, я так понимаю, что уже как бы... Опять же, у нас же о Конституции вспоминают, когда надо напомнить о долге гражданина защищать Родину, о том, что, в принципе, санкции не могут накладываться на граждан Украины об этом, ну, у нас Конституция тогда на паузе. Так вот, взялись за белорусов, да? Ну так хорошо, вы накладываете на сыновей Лукашенко санкции, а кого же вы поддерживаете, задается вопрос. А вот таких вот поддерживают. Вот, бомбите Мозырский НПЗ, закрывайте белорусские посольства, нужна тотальная блокада Беларуси. Ой. Или вот, например, еще одна глава работающего в Нарве дома Ингрии предположила в ПАСЕ убрать с географических карт Ленинградскую область. Ну, давайте уберем Ленинградскую область. Это вообще не Ленинградская область.
А тут обсуждают другого лидера Ассамблеи народов Кавказа, чеченца Руслана Кутаева. Тот вообще говорит о том, что надо вооруженным образом захватить Москву кавказцами, для того, чтобы бороться с еврейской закулисой, понимаете? То есть вот тут... Это те, кого пригрели в Европейском Совете. Это, что называется, до мышей дотрахались уже. Ну, это, знаете, когда переходят уже, ну, используют в политтехнологиях откровенных фриков, ну, это маркер уровня, к сожалению. Там, да, достаточно без слез не глянуть, вот эта представительница Ингрии, там, вот. Я не знаю, как выглядит Кутахов, но... Это тоже плохо. Вот. Поэтому это уже так, откровенная фрик-политика. Так мода – это вот тенденция глобальная, понимаете? Вот с чем, на чем она, откуда их берут? Где они таких находят, понимаете? Вместо того, чтобы дать шалбон и сказать «пошел вон отсюда». Муж Тихановской. Ну тут хоть милый, понимаете? Хоть быстро спрятали, потому что там откровенно диагноз светился у человека. Тут хоть 200 евро на лукашизм, чтобы его победить, собирает, понимаете? Хоть как-то так это все выглядит комично. А тут же они, люди на полном серьезе идиоты. Ну вот совсем плохо, видимо, с оппозицией. Ну, раз подбирают возле мусорни. Ну что, друзья, значит, поставьте, пожалуйста, лайк, от меня будет еще один вопрос, и перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое за то, что мы вместе этим вечером, 1 мая, как ни крути. Вернемся к зарплатам Зеленского, которые он поднял. Он сейчас вышел с видеообращением, ну, прямой эфир же у нас сейчас, да, и вот он опять говорит, будут солдаты получать больше денег туда-сюда. Получается очень интересная история. Это больше денег будут получать ТЦКшники тоже. А вот эти люди, которых они хватают, ломают, избивают и засовывают в бус и отправляют на фронт, они будут вообще такими, ну, да, путевку в жизнь дают, в богатую, представляете? Кому не повезет, для них эти 250 тысяч могут оказаться гробовыми. Ну, как есть. А почему у нас на гробовые денег нет? А на поднятие зарплаты резкой для 800 тысяч человек, я все-таки надеюсь, что, давайте честно, я надеюсь, что меньше, чем сейчас состав вооруженных сил Украины и сил обороны, у нас потерь. Ну, надеюсь, убитыми все-таки, я надеюсь. Почему я говорю «я надеюсь»? Потому что... В разговоре Трампа с Путиным, чего стоит эта цифра 20 тысяч? Переданных тел, да. Да. То есть, я надеюсь, математически я не понимаю логики. Денег платить за убитых нечем, а вот получается, эти деньги просто тот расчет, что недолго их пополучают, вот эти 200-400 тысяч. Наверное, тем более, что там еще есть проблемы в штабах, там же люди, да, которые иногда там отсидели там неделю, там, это ж одно дело заявить с трибуны, или в видосике, а другое дело, потому что все это же оформляется в штабах. Там возникают проблемы. И очень часто люди жалуются на то, что химичат, обманывают, но что есть, то есть. Так вот, тут другой момент. Если взять по погибшим, даже если отталкиваться от той цифры, которая звучала из уст Зеленского о 50 тысячах, это 5 миллиардов долларов. А если объективности ради, я думаю, цифра, которая звучала от Зеленского, она занижена не менее чем в 7-8 раз. Вот, масштаб таких денег банально, это вся доходная часть, годовая доходная часть украинского бюджета. Андрей Владимирович, ТЦКшники, они вообще будут тогда в шоколаде, получается? Командиры будут в шоколаде. Представляете, если собирать мзду с зарплаты там 30 тысяч, а сколько с зарплаты там 200 тысяч можно собрать, понимаете, с солдат и так далее. Вот рассказ военнопленного украинского, который вернулся по обмену домой, о своей встрече с ТЦК. Давайте послушаем. В бусе, забрали ключи от машины с левой руки,
И вырвали, еще кричал один другому, забирай у него ключи. Забрали ключи и телефон. Покатали по дворам, минут так, может, 20, побили. По щеке вот так я сидел, и они поснимали ряды в бусике. И только одно сиденье было, он же грузовой, ну, за водителем одно сиденье, потом сзади еще два. И меня на одно посадили, и этот сзади меня вот так, ну, вот сюда вот бил. А один при входе, который стоял вот так всю дорогу, в перчатках таких, говорит, давай его сейчас напиздячу. Он говорит, а подожди, типа. И я говорю, так я с плена, пацаны, говорю, посмотрите в телефоне. Ну, все же в телефоне есть, типа. Увидели, спрашивают, какой, чем больной. Я говорю, ну, 3-я группа, все, пойдешь в бригаду. Я говорю, так я с плена. Ну, я не могу никуда идти. Вообще ж. Ну, если я только захочу. Они говорят, короче, пойдешь в бригаду. Мне уже там, не помню, слово бригады какое-то сказали. Я говорю, не, я никуда не пойду. И покатали так с минут 20, высадили. Он фотографировал всю дорогу. Ну, они не разбираются, что надо смотреть. Один возле водителя, который сидел, он фотографировал данные все, отправлял что-то кому-то, с кем-то переписывался все это вот время. Видать, они поняли, что, ну, меня нельзя брать. И высадили, как высадили, это так мягко сказано, высадили. Сказали, короче, съебался нахуй. Вот так просто открыли дверь, съебался нахуй. Ну, все, давай. Ну, Вот, понимаете, а его же там, когда встречали, во флаг укутывали, да? Ну, то есть там все плакали, Зеленский фоточку с ним постил, когда был его обмен этого человека, да? А тут пойдешь в бригаду, то я из плена, 3-я группа инвалидности, все, пошел вон, увидели все, ну и так далее. Человек вернулся в реальность. Это ж виртуал, а это реальность. Дело в том, что доходы ТЦКшников, они ж поднимаются с земли. Это выворачивание карманов мобилизуемых, членов их семей, и причем там уже шагают в ногу со временем. В крипте, то есть интересуются, если у родственников криптокошелек и так далее, там сообщено, какой кошелечек сбросить, а иначе, и замечу справедливости ради, СБУ начало отрабатывать ТЦКшников, вот Одесса, Белая Церковь. Тарифы поднялись. Видите, как говорится, плата за риск. То есть ничего не исчезло. По-прежнему потрошат лохов, как они говорят. Но методы остались те же. И, судя по всему, гайки будут закручиваться. Вот разрекламированная Федоровым там, мобилизация с человеческим лицом, там, и изменить название, там, отказаться от названия ТЦК, придумать что-то другое, это не зашло Генштабу, и, судя по всему, не зайдет и Банковой. Значит, все, система остается прежней, значит, все будет так же, как и раньше, но только жестче. Это да. Ну так И цифры будут то есть, прекрасно понимаешь, если человека загнать в такую безвыходную ситуацию, и хорошо, если человек демонстрирует, то, что он и готов, ну, родственники последние вывернут, заложат квартиру, но деньги принесут. И этим пользуются. так какой предел мобилизации? Ну вот смотрите, сейчас говорят о том, что Бутусов рассказывает всем направо и налево о том, что надо на 23 понизить возраст. Женская мобилизация сейчас как-то вот по-другому предстает. Ну, есть ли это... Женская мобилизация – это из разряда «купи козу, продай козу». А вот снижение мобилизационного возраста, вполне, я об этом не раз говорил, тему перманентно прогревают. Это значит, что это один из вариантов, который в любой момент может оказаться на столе. Поэтому тем, кому еще не исполнилось 23 года, пользуйтесь моментом. Потому что в любой момент калитка может захлопнуться. Да, знаете, мы, конечно, в таком очень интересном находимся положении. Я имею в виду, ну, как страна, как народ, особенно когда уже, кто там, индусы ЖК убирают в Ивано-Франковске. Это же потрясающая новость. Они говорят, они не строители, они уборщики. Уборщики. Я думаю, это будет недолго, потом освоятся, сбегут в более благодатные страны, более безопасные, где платят больше. То есть, у нас завезут бангладешцев, ну, полгодика, годик поработают, двинутся дальше.
Это неизбежно. Учитывая то, что там в европейских странах довольно большие общины, а они ж, как говорится, поддерживают коммуникацию. Ну, зачем там за 500 баксов гнуть спину на украинского пана? Ну, давай куда-нибудь там Нидерланды, Ирландия, Великобритания. Тем более ходы-выходы они находить научились, в том числе и преодолевать государственные границы. Поэтому, судя по всему, мести дворы Ивано-Франковских ЖК они будут недолго. Да, друзья, ну что, приходят тут новости у нас очень интересные в финале, как раз под итоги голосования. Якобы они хотят заключить сделку, но я этим не удовлетворен. Так что посмотрим, что будет дальше. Иран хочет заключить сделку, потому что у них, по сути, почти не осталось армии. Дональд Трамп выходит и говорит, что вот это предложение, которому все порадовались, рынки, я имею в виду, все, летит в топку. Show must go on, как говорится. Да. Трамп будет, ну и итоги опроса, начнет ли опять бомбить, 17% да, и сухопутную операцию начнет, 25% нет, а вот Израиль может, а 27% да, но пешком не пойдет, ну а 31% бомбить не будет, но все-таки будет душить экономически. Что скажете? Ну, что скажу, что понимают, люди понимают пикантной ситуации для Трампа. Да, для него, возможно, душить экономически лучший из худших вариантов. Судя по всему, пока будет двигаться в этой ипостаси. Но обратите внимание, то, что если раньше у Трампа там, хоть раз в неделю у него были вот такие взаимоисключающие заявления, то теперь уже не удивлюсь, если будет в течение дня. Ну, знаете, как это очень часто бывает. Он все время троллил сонного Джо Байдена. Ну, откровенно были видны его когнитивные, ментальные проблемы. Ну, по-моему, дедушку тоже поплавило, судя по всему. И вот над кем смеетесь, над собой смеетесь. Это точно. Так, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Их, в принципе, достаточно. Андрей Владимирович, режим Блиц, пожалуйста. Значит, начнем наши вопросы с сообщества YouTube. Так, что у нас в сообществе YouTube? Вот такие моменты. Андрей, скажите, когда вернутся с фронта, население составит старики, дети, ухилянты, ТЦК и фронтовики, понимая концентрацию позиций сил, позиций и сил между ними. Эти люди словно спички и уже вспыхивают там и сям. Вы полагаете, пожара можно избежать? Благодарю, Александр. Всем добра и с праздником. Пожара можно избежать, но для этого должна быть сильная и дееспособная власть. И, увы, это демократии тут пахнет. Риск того, что страна может после войны скатиться в руину, очень высок. Да, знаете, как кто-то говорил в 1944 году в Германии, наслаждайтесь войной, мир будет ужасным. Это в полной мере касается Украины. Елена, как удалось бывшим советским людям на Украине, детям победителей нацизма в Европе, переформатировать голову на бандеровщину, отравить на Россию? Разве не ясно было, что это самоубийство? И почему до сих пор нет понимания, что быть друзьями англосаксов – это самоубийство? Ну, знаете, люди смотрят на вещи гораздо проще, и специфика того, что за 30 лет людей из-под воли отучали от признаков любых проявлений критического мышления, а когда пропаганда работает системно, а те, кто пытается, не шагают в ногу, естественно, их канцелят, накладывают санкции. Ну, это мы знаем. Поэтому рано или поздно сила слома ломит. Ничего удивительного нет. И такая перепрошивка с переписыванием истории, с исключением памятных дат, с войной памятников, ну, она в конце концов дает свои плоды, как мы видим. Угу, да, видим. Для молодого поколения, да, для молодого поколения, ну,
СССР ужасен, это тюрьма и так далее, но что говорить, если в основном вот эти активисты деколонизации, это типичные хунвейбины, которые и не родились даже при СССР, но тем не менее вышиванку на груди они рвут. Лина Востроилова. Андрей Владимирович, вы известны своей вдумчивостью и профессионализмом, что в Украине нечастое явление. А потому у меня к вам серьезный вопрос. В интересах Украины иметь американские военные базы на своей территории или базы Кремля? Не иметь никаких, как видим, у нее не получается. Ну, увы, к этому приводит маргинальность украинской политики, когда в 90-е нулевые значительная часть украинского политикума была маргинальна к Москве, а теперь маргинально по отношению к Лондону, Брюсселю, Вашингтону. Вот. Но дело в том, что все переворачивается в нынешнем мире. Вот, да, это вполне актуальный был вопрос 15-20 лет тому назад. Но сегодня мы видим Ближний Восток, страны Персидского залива, где есть американские базы, и это не является гарантией безопасности. Возможно, 10-15 лет тому назад, да, если выбирать между войной и присутствием иностранных военных баз, то таки лучше иметь иностранные военные базы, чем сотни тысяч могил. Вот. Но тут от Украины очень мало зависит. И по сути, учитывая степень субъектности, так или иначе, судя по всему, это дело времени, когда то, что мы имеем де-факто, оно будет легитимизировано и де-юре. Возможно, уже в новой конституции Украины, это дело, я думаю, мы увидим спустя несколько лет, не будет никакого запрета относительно присутствия иностранных военных баз. Ну, даже если вот в году так 13-м, еще до Майдана, приезжали во Львов, нетрудно было заметить, потому что по выходным там очень много, подозрительно много иностранцев в питейных заведениях расслабляются. Ну, Яворовский полигон. Да. Ну, по сути, учебный центр или военная база, не суть важно, но там присутствие иностранных военных было очень заметно. Так, вот такой вопрос от Алексея. Залужный продвигает идею, чтобы украинцы своих детей готовили к отвоевыванию территории через какое-то время. Ведь после заключения мира страна снова восстановит свои силы и подрастет новое поколение воинов. А как к этому отнесутся нынешние родители школьников, что их дети будут воевать? Много ли кто будет увозить детей туда, где спокойнее? Или уже на много лет будет такая усталость от войны, что даже бусификация не поможет? Ну, тут можно разбить, во-первых, вот этот очередной ляп от Залужного. Но у меня такое ощущение, что технологии, которые работают с Залужным, имеют вполне конкретную задачу исподволь топить своего клиента. Такое тоже в моей практике я не раз видел. Зеленский заказал. Ну да, ну, через вторые-третьи руки, когда команда просто, это же не означает, что там все за один день, потихонечку. Вот, ну, философствующие в образе победы генерал или там, не знаю, поставит ли жена ему фингал, откуда у тебя там сыновья, у тебя же 2 дочки. Вот. И, наконец, там, переходя по сути вопроса, дело в том, что идея еще до войны 54% молодых людей 18-25 лет не связывали свое будущее с Украиной. Ну, понятно, хотеть и мочь – это иногда дистанция огромного размера. Обстоятельства у каждого свои. Но война, она является дополнительным стимулом того, чтобы изучать иностранные языки, изучать прикладные профессии, ибо там, юристы, политологи украинского разлива на Западе нафиг никому не нужны. Даже в той же Польше. В Польше нужны сварщики, слесаря, электрики. Вот, имею несколько примеров, когда там, старшеклассники, помимо иностранного языка, еще и так по ходу приобретают такие прикладные специальности, которые позволят заработать на хлеб с маслом. Но для страны это катастрофа. Это потеря человеческого капитала, причем в таких гигантских размерах на 10-15 миллионов. Она обрезает, по сути, перспективы нормального развития.
Петр, вопрос. Андрей Владимирович, мое уважение к Ирану в его противостоянии с США и Израилем как-то развеялось, как только я прочитал, что сборная Ирана по футболу едет в США играть на чемпионат мира 26 года. Это все равно, что сборная Украины едет играть в Москву. А у вас как? Да, ничего. Это, знаете, иранцы, они очень предприимчивые и, скажем, иногда кажется, что они очень зашли. Но на самом деле они вполне достаточно гибкие и прагматичные. Ну, почему бы и не поехать? Тем более, что режим санкций, иранцев так основательно достал за несколько десятилетий. Почему бы не продемонстрировать тому, что, как говорится, страна не под железным занавесом. Поэтому тут это нормально. Возможно, через некоторое время мы увидим и что-то подобное и с нашими футболистами. Ну да, это сейчас это мейнстрим, сейчас это там правила хорошего тона. Плюнуть, лягнуть, там, кинуть грязью, но все проходит, и это пройдет. Так, вот такой вопрос еще от Алексея. Добрый вечер. По интернету сейчас разгоняют тему, что Ахметов с одобрения Зеленского спонсирует сбежавшую российскую оппозицию. Врут или действительно дыма без огня не бывает? С уважением. Собственно, капитал Ахметова вполне это позволяет. Тем более, что человек, который покупает яхту за полярда покупает апартаменты. Там, правда, история темная, возможно, он просто бенефициар всего этого же комплекса. Вот. Но хватает еще деньги на шлемоносца Яроскевича. Вот. Да. Так вы понимаете, какой цирк? Он там собирал миллионы все, миллионы, а тут встретил этого родственницу погибшего и вручил ей шлем, подарил. Ты деньги подари, какой нахрен шлем? Понимаете? Денег дай. Нет, он шлем ей подарил. Этот шлем, говорит, на Олимпиаде был. А что вы хотите от Кугута, который первым делом там получил деньги, побежал покупать себе Сиат Купру в автосалон? Счастье приводит. Ой, конечно, да. Да. Так, здравствуйте, Людмила. Андрей, а скажите, а кэш-аут 311 миллионов долларов это уже Свинарчук Зеленского? И второй вопрос. Санкции против детей президента это удар ниже пояса или другое? Спасибо, берегите себя. Ну, давайте начнем с последнего. Но то, что политика в отношении Беларуси, в отношении Лукашенко, она содержит такой вполне очевидный элемент иррациональности. То есть прагматизмом тут не пахнет, совершенно очевидно. Это санкции в отношении сыновей Лукашенко занимают достойное место в этом ряду. Тем более на фоне размолвки с Вашингтонским обкомом продемонстрировать того, что там, плевать мы хотели там, на то, что Соединенные Штаты сняли санкции с Беларуськали и так далее. Ну, такой, я думаю, в Белом доме по достоинству оценят этот шаг. Что там было первое? Первое... Свинарчук, да. Да. Свинарчук, понятно, что... Ну, просто посмотрите, давайте сравнивать, какой Свинарчук, в принципе, это автор поражения Порошенко. Нет, вообще, справедливости ради, вот у меня попадали на стол текущие рейтинги, которых была еще все-таки более-менее адекватная социологическая картина. Все началось с Мальдив. А уже Свинарчуки стали вот это могильным камнем на электоральных перспективах Порошенко. Миндичгейт может, но кэш-аут, что вы хотите от парней с прыщавой совестью, это в порядке вещей. Там, завести, как они с PowerPoint, там, треть продать, и вывести, как говорится, и вывести бомбу. Но то, что люди из европейских, как у нас цивилизованных стран, тоже мажут пальцы медом, это ни для кого не секрет, и только делают это более элегантно.
Но учитывая специфику момента, учитывая то, что в финансовом плане это уже не та Европа, которая была 20 лет тому назад, сегодня там в финансовом плане все как в аквариуме. Боюсь, что расчеты многих там нацарювати та втекти, то есть, наложат лапу. В том числе и если там у Свинарчуков более не менее там получилось с Испанией, то, учитывая новеллы европейского законодательства, оставят без портков. Вопрос. Не кажется ли Золотареву это чат-трансляции уже, что воевать Украине и украинцам за независимость против России – это нонсенс само по себе? Первое, Россия дала эту независимость. Второе, Россия испокон ее гарантировала. А так, получается, не гарантирует. Знаете, есть в таком римском праве пакта серванта сунт. Договора должны выполняться. У нас это стало такой нехорошей традицией. За доблесть кидануть, развести это. Все не так, как вы думаете. Рано или поздно это все приходит к такому к логическому финалу. И сегодня, по сути, за эти ошибки мы платим, ставим под вопрос субъектность и независимость государства. Если по определению страна должник, по уши в долгах, она не может быть независимой. Но тем более, что мы же нацелимся и на Европейский Союз. И, судя по всему, за вот эти 90 миллиардов, я думаю, стоит напрячься ФОПом. Тема не закрыта. Будет вам и НДС, будут и прочие вкусняшки. То есть пакет требований от наших европейских партнеров в плане того, как нам жить, я думаю, не заставит себя ждать. Это вопрос очень скорого времени. И независимость – это прежде всего экономическая самодостаточность. Если государство экономически не самодостаточно, оно будет зависим. И неважно, от России, от Соединенных Штатов, от Европейского Союза. А тут у нас все крайне плохо. Вопрос был такой хороший, выше в чате трансляции. Спасибо, друзья, что пишете вопросы в чате. О том, что НАТО сейчас – это оборонительный союз или союз нападения? Без Соединенных Штатов НАТО не на многое способно. Да, в 1999 году Югославия по полной программе, то, что оставалось, точнее, Сербия, по полной программе ощутила характер этого военно-политического союза. Сегодня НАТО находится в таком, я бы не сказал, что на смертном одре, но тяжело больном. И перспектива того, что в ближайшее десятилетие оно может претерпит значительную трансформацию или отвалится часть стран. Страны, когда в военно-политическом союзе присутствуют страны, у которых слишком разные геополитические ориентации, слишком разные представления о наиболее вероятном противнике. Сравните, Польша, допустим, и Португалия. Или две страны, Греция и Турция, которые уже когда-то полста лет тому назад едва не сошлись в военном противостоянии из-за Кипра. Был вот этот эпизод. И до сих пор во многом военное планирование Греции и Турции строится с учетом того, что как раз эти страны могут в очередной раз сойтись в военном противостоянии. Так, Оксана задает вопрос. Маленькая Куба под блокадой США больше 2 месяцев. Тут Трамп с его дырявой блокадой до 15 мая хочет поставить огромный Иран на колени. Знаете, но для Кубы ситуация после похищения Мадуро радикально ухудшилась. То есть окружение, слившее Мадуро, видимо, приняло предложения, от которых не смогло отказаться. Это касается Китая, торгово-экономических отношений с Китаем в части поставок нефти и поставок нефти на Кубу. И последние 2 месяца у Кубы экономическая ситуация аховая. Там были отключения, нечем было
все-таки атомных электростанций на Кубе нет. Нет, электроэнергия вырабатывается, говоря, есть ли наличие электроэнергии зависит от того, есть ли или нет углеводородов. Без венесуэльской нефти Куба оказалась в тяжелейшей ситуации. И, судя по всему, вот на ком-то Белый дом отыграется. Или на Украине, или на Кубе. Пока затрудняюсь. С Кубой проще. 80 миль от побережья Флориды. Делают это с логистической точки зрения. Не надо тащиться через полмира. Иран далеко, 18 часов. Ну, как Кушнер и Суитков вам жаловались. 18 часов трясти в самолете до Исламабада. Вот. А Куба рядом. Куба рядом. Вот. Поэтому за Кубу тревожно. Помните, песня такая: Куба далеко, Куба рядом. Это говорим мы. Ой, 1 мая, друзья. Сегодня всем еще раз с праздником. Большое спасибо, что побывали на нашем эфире. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя. Добра и света.